Скоро рождественские праздники, и я уверен, что у каждого на столе должны быть мясные закуски. Одна из них ветчина или же карбонат, как ее еще называют. Мясо очень нежное, сочное и вкусное, но в магазинах оно обычно стоит дорого. Сегодня я вам покажу, как его легко приготовить в домашних условиях. Получится ничем не хуже, а порой даже и вкуснее, нежели покупное. Всем привет! Итак, нам понадобится мясо. У меня сегодня свинина. Это свиная филейка, как ее у нас называют. И минимум нужно будет 1 килограмм. У меня здесь кило 200 грамм. Для такого рецепта очень хорошо подойдет еще мясо с шеи. Для дальнейшего приготовления нам понадобится на 1 килограмм мяса 10 грамм повареной соли и 10 грамм нитритной соли. Так как у меня сегодня кило 200, я взял по 12 грамм той и той. Вот такая вот нитритная соль. Покупал я у себя в супермаркете, но также она у нас продается на рынках. Стоит недорого, баночка вот такая небольшая, но вам ее хватит очень-очень надолго. Итак, и ту соль смешиваем хорошо, чтобы вся соль равномерно размешалась. А затем полностью всей солью нужно аккуратно и красиво натереть ваш кусок мяса. Постарайтесь сделать так, чтобы равномерно распределить полностью всю соль по всей поверхности мяса. Ну и вот как-то так примерно у меня получилось покрыть полностью весь кусок мяса солью. Затем нам понадобится пищевая пленка, и этот кусок мяса нужно будет очень хорошо и плотно завернуть в пищевую пленку. Я заворачиваю примерно 5-6 оборотов в одну сторону, затем пленку вот таким вот образом поворачиваем и еще 5-6 оборотов делаем вот так вот вдоль мяса. Чем плотнее и чем лучше вы завернете, будет только лучше для вашего куска мяса. Смотрите, если вы завернете и во время того, как мясо будет просаливаться, из этой пленки, из этого комочка будет вытекать жидкость, это будет плохо. Нужно сделать так, чтобы вся жидкость во время засолки осталась внутри. Ну и после того, как вы мясо хорошо завернули, отправляем его в холодильник на нижнюю полку ровно на 7 дней. Я как-то пробовал делать и на 5 дней, и на 4 дня, но самый оптимальный вариант и наиболее мне понравилось, это 7 дней вот такой вот засолки мяса в таком вот пакете в холодильнике на нижней полке. Через 7 дней достаем мясо из холодильника и аккуратно извлекаем его из пищевой пленки. И во время того, как вы будете извлекать мясо из пленки, вы заметите, что ваш кусок мяса, он стал как будто бы сбитый. Так, как будто бы он немножко превратился в такой красивый, хороший, аккуратный, плотный брусок. Вот так вот все должно получиться. Как я и говорил, чем плотнее вы обернете в целлофан, тем будет лучше для вашего куска мяса. Промывать мясо не нужно. Берем бумажное полотенце и просто хорошо его высушиваем. Ну а затем нам понадобится приправа к ветчине. Я буду использовать сушеный чеснок, смесь разных перцев, хмели сунели, сладкую красную паприку и кориандр. Все специи по 1 чайной ложке. Все хорошо смешиваем. И только после этого полностью всей смесью, которая у вас получилась, покрываем кусок мяса. Смотрите, в этом случае не обязательно использовать приправы точно такие же, как и у меня. Можно все подобрать по своему вкусу, либо же купить готовую приправу к ветчине. Я вам показал свой вариант приправы, который я обычно использую, но вы можете что-то добавить или что-то заменить. Перекладываем мясо на противень или же в форму для выпечки и отправляем все в холодную духовку, включаем вверх-вниз и настраиваем температуру 80 градусов. В таком вот положении мясо будем запекать ровно 4 часа. Температура не должна быть слишком высокой, 80-82 градуса максимум. Через 4 часа достаем кусок мяса. Смотрите, у меня есть градусник, мясо я им не протыкал, и температура, видите, уже немножко падает. Было ровно 80 градусов, 4 часа на 80 градусов. И кусок мяса как будто бы даже не уменьшился в объеме. Ну а сейчас самое главное это удержаться и не попробовать ни кусочка мяса. Мясу нужно дать, так сказать, созреть минимум 4 часа для того, чтобы она хорошо и полностью остыла. Лучше, конечно же, когда она будет остывать целую ночь. Итак, мясо у меня остывало ровно 5 часов, и сейчас самое время разрезать и посмотреть, какое оно получилось внутри. А получилось, я вам скажу, просто необыкновенная вкуснятина. Мясо нарезается хорошо, вот такими вот тонкими ломтиками мясо можно спокойно нарезать даже в домашних условиях. По цвету и по структуре оно сильно похоже на магазинное. Единственное, что здесь нету никакого красителя, который добавляют производители. Мясо разрывается вот так вот легко на волокна, а по вкусу, друзья, это просто обалденное блюдо. Я уверен, что если вы сделаете это впервые, этот кусочек мяса у вас надолго не задержится. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился вот такой вот простой, но очень вкусный рецепт, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!